Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь мы проводим стримы с тестированием различных новых смартфонов. Poco F5 не особо и новый смартфон, с одной стороны, потому что один из них я заказывал два, я уже разыграл на лайв-канале, как раз запись есть, в ВК уже есть в сообществе отзыв победителя. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, что еще купить на обзор. А сейчас вы видите запись стрима на Твиче с этого аппарата, его родная фронталка, его родной микрофон и стрим в 1080p 30 fps. Бустер, привет! Напоминаю, что это все дело будет потом выгружено на лайв-канал, так что не ругаемся. Все отлично. Если говорить о смартфоне сразу, у него Snapdragon 7 Gen 2. Что это такое? Это почти 8 Gen 1+. То есть это прошлогодний флагман. Как они его урезали? Сразу спойлер. Разумеется, полный обзор будет на канале, но вы прекрасно знаете, что здесь нет полноценного Always On дисплея. Здесь ультраширик на 8 мегапикселей такой, что лучше бы его вообще не было, как и в Realme 10 Pro. Здесь у нас качество съемки основной камеры, можно сказать одно. Сенсор OmniVision, ну вы поняли. Если у них когда-то были тыльные части стекла, то теперь это пластик и ощущается, вот сейчас я без чехла его использую, как, мягко сказать, все плохо. Но если говорить о его мощи и возможностях за ценник до 30 тысяч рублей, наверное, равных ему нет. Я, разумеется, в обзоре, скорее всего, сравню его с Realme 10 Pro и, может быть, даже сделаю одним кадром обзор на 10 минут, как делаю на смартфоны, которые мне особо сильно нравятся днем, завтра. Но не факт. И скорее, наверное, я, даже с Poco F5 Pro его буду сравнивать. Во в-третьем было стекло, да. Если говорить о в целом отношение к аппарату, если ты получаешь его в руки, у тебя ощущение, что это какая-то дешевка. Потому что он весь пластиковый и выглядит он, скажем прямо, как Redmi. А Redmi это линейка какая? Правильно, ультра дешевая. Redmi 12, Note 12 Turbo, правильно? Вот то же самое железо, но под глобалочкой. Если говорить о... Да нет никакой разницы. Глобальная версия это... Если ты накатишь на 12 турбо вот эту прошивочку, у меня кирпичный такой 12 турбо лежит. Ну, он не окирпиченный, у него не работает камера. Проще говоря, глобалка может не дружить с китайской. Может быть, там в сенсорах дело. Но не будем сильно разглагольствовать, потому что это не полноценный обзор. Я его прогнал пока только в Antutu 1 миллион 100 тысяч баллов. Насчет тротлинг тестов, да, он тротлит, но не люто. И почему за него топят, я не знаю. Потому что это как телега с супер-супер крутым движком, наверное. Почему? Потому что для съемки видео это одни аппараты в 30 тысяч рублей. Что можно купить? Барабанная дробь. Ну, напоминайте мне, я недавно купил iQOO Neo 8. И оно будет дешевле. И оно будет точно не хуже. Но не будем о грустном, потому что, может быть, как раз его и сравню, iQOO, с этим аппаратом по съемке, и так бегло. Если говорить об экране, он яркости выше, чем Poco F5 Pro. Кстати, насколько смарт перегревается, насколько он сбрасывает яркость во время игры в наш любимый PUBG, мы сейчас увидим, потому что я его для вас протестирую. И напоминаю, что будет, скорее всего, еще на этот смарт второй тест с основного модуля. 10-минутная съемка. Сегодня, кстати, я выгрузил обзор на часы Huawei Watch Ultimate. Но это вообще дно за 100 тысяч. Ну, его сейчас продают в нашем ритейле, понятно, им просто не продать по 49, но реально это GT3 Pro. Посмотрите обзор, пожалуйста, на канале, потому что меня что-то пробило, я в первые 3 минуты входа рассказал все о нем, об этом устройстве, и, разумеется, оставшиеся 12 минут мало кто смотрел. Потому что часы для дайверов, которые непонятно кто купит, и все. И все. И Huawei, в общем, вообще кукукнулись со своими ценниками. Мне народ там пишет, что за материалы. За сапфировое стекло 100 тысяч, они больные, или они в позолоте что-нибудь, не знаю, бриллиант туда запихали. В целом, по Xiaomi Poco F5. Смарт интересный, мне внешне нравится, но нет ощущения, что эта штука стоит 30 тысяч вообще никак. Ну, потому что это были у меня и Redmi, и как в F5. Когда ты понимаешь, что Redmi стоит на там
25% дешевле, а ты покупаешь Poco, просто то же самое в глобалке. У тебя в голове что-то щелкает. Переходим в игровой процесс. Уже он поел чуть-чуть. Есть. Уже поел чуть-чуть. Сейчас мы посмотрим. Не, за 25 норм. Я покупал за 25. Для того, чтобы его, опять же, разыграть. А второй уже, который вот сейчас я тестирую, я покупал за 29, по-моему. Яркость экрана на максимум. Частота обновления стандарт выбираем максимальную, потому что мы так все смартфоны тестируем, а не потому что это правильно. И я думаю, можно в Device Info для вас зайти, кому надо, все спеки по ЦП 7 Gen 2, по системе, по экрану. Никакой здесь супер высокой плотности пикселей нет, как, допустим, в том же Poco F5 Pro. У нас, кстати, недавно был еще аппарат с высокой плотностью пикселей. Вот они, OmniVision модули. И ничего в этом хорошего нет. Батарейка на 5000 и что у нас с Wi-Fi 6E. Bluetooth здесь не будет указан. Все, в принципе, этого хватит. Сейчас я New State загружаю, и мы начинаем его гонять. Штатно все. Гигабитный интернет у меня подключен. Wi-Fi раздается. На 5 Pro OmniVision тоже. И в каком моменте времени я, не знаю, бегал с транспарантом, что F5 Pro топ. Напоминаю, что у меня включен кондиционер в помещении. Помимо этого, смарт без чехла. Я, кстати, заходил уже. Что с ним не так? И сейчас мы через секундомер зажгем этот день, да? Секундомер. Секундомер. Все догружено, все прогружено. Пишем как микрофоны. Я думаю, что они нормально здесь должны работать. Оба не очень снимают. Ты хочешь сказать, что не надо их сравнивать? Декоративный ресурс последний скачали мы. Единственное, что я всегда выставляю в настройках, я не всегда их выставляю прям на супер-мега максимум, но 90 FPS мне надо. И оставим HDR или высокие поставим? И разрешение графики, HD текстуры я выставляю включенными. Мы выставляем не супер-мега ультра, пока так, не будем. И выставлен у меня одиночный режим, все правильно. Что у нас еще интересного? Да и все. Запоминаем проценты 96 и включаем секундомер. И будем смотреть. Стоп! Мне надо измерить яркость. Яркость экрана. Ну, сейчас он поймает. Сейчас он меня запустит в матч. И мы с вами сможем это все дело оценить. Так, все. Теперь я могу проверить, сколько он поедает. Точнее, какая яркость. Он уже сбросил яркость. У него было 780 люксов, сейчас 580. Либо в канделах на метр квадратный, сейчас 170, было 240. В 220 перед началом. Насчет шима, сейчас он 17,4, 75%. 10,2, 20% яркости. 12,3 и 0, допустим. Ну не 0, там 5. 10,2. Нормально, 10-дюйминг отрабатывает по полной. Так, все видят, что я работаю на Wi-Fi. И плотность пикселей здесь не поменять, то есть смысла нет заходить. Все. Мы даже не начали еще играть. Пока не начали играть. Если будет мешать звук, то вы напишите, потому что без звука играть совсем тяжело. Так, вернуться в Twitch. И сейчас я себя увижу. Что я там говорю? Будет ли обзор за Lot? Да, уже на границе у меня iQOO Neo 8 и iQOO Neo 8 Pro. Вот. Оба не очень снимают. Ну, ко мне-то какие претензии, правильно? Мы же можем выбирать. Наверное, с Realme было бы смысла больше его тестировать, но не будем мы. Видите, он мне советует, как надо мне играть. Что пальцем водите. Водите пальцем, друзья. Так, а проценты запомнили вы? 96 же было, да? По-моему, 96. Поправьте меня, если 95. 96, все отлично. Уже один съел он. Семимильными шагами, как говорится.
процент в 2 минуты. Так, и главное, чтобы меня сразу не вынесли. Собрать брони. Минька даже, ух. Немного залутаться, а потом уже можно будет играть. И все. И еще касочку. Игровая область за 2.20. Все. Можно уже кого-нибудь здесь ловить. Ботов можно ловить уже, все. Neo 5 продал, можно с ним сравнить? Нет, я уже решил, я буду с F5 Pro сравнивать по камере, потому что, чтобы люди понимали, что если им нужна камера, там без разницы какой ты будешь покупать девайс. А что я буду дальше делать? Не знаю. У меня высокая скорость принятия решений. Так, стоп. Что-то я там взял еще. Мне кажется, что я для Минки взял. А, не взял. Все. Теперь взял. Нет, так не нужен мне. Так, и АКшечка. Конечно, лучше было пулеметик найти и вторую броню, чтобы вообще быть уверенным, что меня сразу с 2 патронов не снимут. Но, что говорится, послали тебе, с тем и работай. Я жду на Audi 8 Pro. Я тоже жду. О! Боты рулят. 47-й у него был. Хорош. И броня вторая это или это... А, это уровень. Рюкзачок третий. Ну ладно. Тоже хорошо. Тоже не везде валяется. А X6 вообще топчик. Броню бы второго левела. Так, а X3 здесь. Аккумулятор. Заказал его Neo 8 Pro и Neo 8 у меня оба на границе уже, все. Их даже выслали мне. Но за Neo 8 Pro я доплачивал. И еще я доплачивал, сейчас я скажу за что. За этот. За Oppo Find. Прям тип серьезный, что ли. За Oppo Find. Oppo Reno 10 Pro Plus. Там не такой космический процессор, но по идее там должна быть топовая камера. В чем я не особо уверен, но на что я очень сильно надеюсь. SL8. Вот, уже кропаться начала картинка. Напоминаю, что в 1080p я стримлю, чехла нет, кондиционер включен. По ощущениям аппарат уже начал греться, но не сильно. И я вам скажу, что температура у него 37. 36,6. Вообще нормально. Понятно, почему мне кажется, что он греется. 38,5 у экрана. Такой вот топчик. Так, а что я здесь хочу найти? Хочу найти вторую броню. И третью каску. И нормальное оружие. О! Клиент. Боты идут. Боты не дремлют, как говорится. Ох ты, ёшки, я вот прям его видел, кстати. Вот его я прям видел, лысую голову. Лысая башка, да, и пиратка, да? Так, и чего? А что у него там интересно? Есть что-нибудь из лута? Походу скоро можно яичницу жарить. Да нет, я думал, что с кондиционером у меня здесь и правда холодно. Но он прям по ощущениям напрягается. Чуть-чуть. Я бы тоже напрягался с таким процессором. Я говорю, ну это мощный процессор, чуть-чуть задушенный. Но он мощный. Прям мощный. Так. Нам нужна машинка. И потом погнать лутаться. Третьими.
касками на дропах. Да? О! Это третья каска, нет? А кто стрелял? Неужели он успел выстрелить? Нет. Вот смотрите, как бы тип, получается, сзади зашел. Был бы не бот, мне бы был трындец. Так, вот это уже дело. Пулеметик. И вот так. И мне не надо... О! Где? Патроны не могу почему-то закинуть. Почему не могу закинуть патронов больше? Слишком много патронов. Все. Бонсуар, у этого пулемета разброс, что лучше с АК бы ходил. Я не знаю. По мне, смотря как смотреть. Опять же, помним, что я с ботами. И вот так, если очередями стрелять, зато до упора можно. Считай, как с гоупрохой. Ну ладно, все равно на таком расстоянии нужно использовать минки. Правильно? Ох ты, ёшки. Еще бот. Че, еще один? Что ж такое-то? Ботаферма просто здесь какая-то. О! Вообще матрица. Так, раз, два, три. Что у нас? DSL. Окей. Не помню, кстати, с него можно стрелять очередями или нет? Нет. Я не хочу его. Лучше отдайте мне мини обратно. Там кто-то ходит. Так, и чего? 19. Ладно, будем смотреть, что там еще из лута. О! Может даже, кстати, не бот. Вы видели? Что типы такие обычно, если бот, он видит меня и он бежит ко мне. А вот так, чтобы пробегать мимо. О! А нет, это бот. Замануха. Еще и с коряком. А, тут этот был. Как его называют? Дроп. Как я его пропустил. Бегал, бегал, пропустил дроп. Люди обычно, да, в конце бывают. Или вон бежит. Он меня видит, я его нет. Это внизу. А вот там бежал наверху. Тип. Нет, в нормальном PUBG, если у тебя нормальный уровень, везде люди. Нет? Так, это получается гроза, и ее я меняю на пулемет. И где? Это были выстрелы. Вон там выстрелы где-то. Восемь живых, это уже есть вероятность того, что ты попадешь на живого. Хотя она довольно низкая, но она есть. О, еще один дроп.
И поэтому там может бежать уже человек. Во! Снял меня как из такого расстояния. Человек. Выход. Разыгрался с ботами. Отнесся к человеку как к боту. Неразумно. Не поменял оптику. Пострелял в чувака. Угу. Да, bad news. Ничего страшного. Зато динамичненько. Так, что у нас с яркостью? Было 580. Он повысил чуть-чуть, 590. Но изначально была 800 с лишним, 800. 780. По идее, как по KF5 он должен был бы уже вернуть. Но он так и вернул, по большому счету. Окей. Да, привыкаешь к ботам, а потом тебе встречается кто-то не бот. Ну, опять же, это игра. Еще надо к смарту привыкнуть, к размерам, к экрану, ко всему, к сенсору. Ничего сразу не происходит. Зато как раз примерно и получается 4 катки, если я в следующих 3 не поведу себя абсолютно неразумно, проигрывая во всем, то примерно так мы и закончим. Через час. Что-то как-то люди не особо бегут смотреть часы за 100 тысяч рублей. Какая-то печаль, да? Ладно. Стрелять можно с него? Не, нельзя, когда ты плаваешь. Не понимают они ничего. Мне уже холодно. Мне уже холодно, я отключаю кондиционер. Насчет перегревов, да? Сначала замерзаешь ты, потом телефон. В централ прыгать или в угол? Ваша рекомендация, чтобы было быстрее и веселее. В край карты, окей. Чтобы ползти потом. Окей, юшки. В маст тогда прыгну. Но я не буду до Астра лететь. В маст прыгну. Или в Экстон. В Тадж. Или в Астру. Все правильно. В Астра. В Астру. Или в Тадж. Если побыстрее, то Централ. Бери Бэху и в Централ на суицид. Бэху. Ну хорошо, тогда в Централ. Нет, да у меня слишком много ботов сейчас. Мне кажется, что не будет никакого суицида. Раз. Два. Рано. 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 Поздно. Как классно, когда ты выпрыгиваешь, а тебя уже снимают, да, еще в воздухе. Я такой, что? Все будет хорошо, главное мыслить правильно, грамотно. О, я не первый. Там тип уже сядет к моменту моего дропа. Где-то мы встретимся в каком-то месте. Здрасте, здрасте. Мне кажется, у меня будет время залутаться. Еще и по краю карты, как шикарно. Что, здесь вообще ничего нет, что ли? Вот это да. Зачет. Карл даже, смотрите. Надеюсь, ему с лутом так же повезло, как и мне. Как гранатами, кстати, стрелять? Я так и не понял. Угу, под фриз. Значит, не бот. Скорее всего.
Есть упаковочка. Так, в 2 местах. Так, это раз. Болик, все, побежал. Теперь здесь был где-то. Все равно, если 50 ботов будет, то ты не среагируешь на живого потом. Так, и не вижу никого, не слышу. Вот. Опа. Серия была. Прям вообще. Серия. Ох ты, ёшки. Вот это человек. Опа. Возможно, кстати, тоже. И там еще бежит чел. Может быть, есть. Кстати, играю сейчас не особо разумно. Вместо того, чтобы хилиться. Бета-привычка, да? Так, и с той стороны тоже тип был, кстати, помните? Мне нужен расширенный магазин. Да, это у меня снаряды для подствола. О, тип был. По-любому бот. Но с хорошим лутом. Так, все. О! Откуда? И вообще кто-нибудь даст, интересно, расширенные магазины? Или они у меня есть, и я их не использую? Чтоб там был тип. Очень неудобно играть в большой карте. Их, наверное, как-то выбрать надо. Не-не-не, их нету просто. 416. Давай 416 возьму. Так, и... Нет, я не находил просто. Я же в основном сейчас не лутался, а бегаю как этот камикадзе. В надежде кого-нибудь встретить, чтобы закончить быстро игру. Но пока еще не встретил. А вон он. Не понял. Где тут кто-то стреляет? О, ёшки, вот он. Клиент. Ох ты, ладно. Вы ощутили? О, спасибо большое, Дмитрий. Надетый наружу подствольник. Потом и кнопка авто будет возможность выбрать стрельбу. Ага. Давай. Есть. Это был эпичный фейл просто.
Еще такой залутанный был, так обидно. И заряженные, и боты были одни. Еще и в централе одни боты. Прям все говорило о том, что все будет хорошо. И тут такой... Всегда все было хорошо, да, и сейчас такая беда. Все. Никто не залутался. А, нет, это не я. Это не мой лут. Вот мой лут. Ёшки. Нет, нет, нет. Там не бот был. Там был не бот. Вообще никак. Окей. Где мой 416? Вот гранатомет указано, видите? Вы про это говорили, да? Так, окей. Здесь надо зарядиться. Получается, у меня сейчас есть гранатомет, да? А я не вижу его все равно. Опа. Там китайцы. Китайские иероглифы, вряд ли это бот. Да? О, они прям очень эпичны обычно. Так, стоп, а где оптика, оптика, оптика? Оптики нет, есть оптика. X2 хотя бы. Там тип был, бегал. Вот он. И... Вот он. О, хорошо, хорошо по мне стреляет, хорошо. Вот это я неудачник. Там кнопка авто около оружия, есть возможность поменять, чем стрелять. Ладно. Буду умнее. Надо было ждать. Надо было ждать. Чувак был умнее, чем я. Рано или поздно. Обучусь. И так долго пожил, да? В сумме 25 минут. Он, наверное, подумал, что ты бот. Да, bad news. Я играл как бот. Солидарен с тобой. Так, что у нас с яркостью? С яркостью... Ясно, что с яркостью. А, он сбросил еще. Еще сбросил. Через 25 минут игры он сбросил у нас непростительно много, а именно так же, как сбросил у нас 350 кандел сейчас, 360. Короче, он сбросил еще больше, чем Poco F5 Pro когда-то. Что Poco F5 Pro восстанавливался до 5 с лишним сотен, а этот тип у нас просто сбрасывает. Ну, ладно. Категорически всех тоже приветствую. Надеюсь, эта фраза никого не бесит. Архитектор дошел до нас. Как твой день, архитектор? Дмитрий, ты поедешь все-таки на Уимблдон? Или все-таки нет? Вопреки всему, несмотря ни на что. 2 бата. Ну, пока F5 больше лажает. В этом тесте больше. Вот. Ну, за 25 тысяч норм. За 30 это уже, я не знаю. Но аналогов много реально. Из-за айкушек тех же. Айку 8. Neo 8. Что у нас еще в 30?
Realme дешевле значительно стоит, но он слабый, слабенький. На 8 плюс Gen 1 есть что-нибудь интересного? Тяжеловато после вчерашней покупки компа. Мораль нечего было покупать, да? Морально тяжело? Или отмечал архитектор? Во что будешь теперь играть? Какая видяха, кстати? Распиши нам. Мне вот интересно. Или ты офисный взял для задач полезных? Отмечал. Тяжела жизнь. Я, кстати, архитектор сейчас в нашу телегу интересную информацию дам после этого стрима. Всем понравится. Многие расслабятся после того, что я расскажу. Нет, сын убрал. А сын убрал не мощный, что ли? Или ты просто отметил, что все, теперь можно про сына забыть в ближайшие 20 лет? Централ. Малояркий смартфон. 80 тыров? Так нет, это ты не написал. Или ты не собирал сам? Ты сборки купил новый? Почему ни у кого не спросил ничего? Или ты спрашивал? Признавайся. Пока не вижу никого. Ну ладно. Все равно появится. Бота-телепорт появится. И не только бот. О. Сборку и наши помогли. Ну, отлично. Главное, чтобы наши помогли. Так какой проц? Или ты там проц, не знаю, этот, видяха? Что сейчас вообще все выгодно покупать по железу. Так, звук, как будто здесь кто-то рядом. Вот, на 3060 вообще жир. Все, забудь про сына на много-много лет. С 3060 можно жить капитально. Долго. Так, и пулеметик. У этого, кстати, небольшой разброс у этого пулемета, он норм. Чтобы броню бы найти. Так. И скорострельность норм. Так, пока я не вижу никого. Это напрягает, да? Когда никого не видно. Так, стоп, а это что было? Вместо пулемета возьму-ка. Может и неразумно, но мне кажется разумно. Потому что этот можно 40 повесить. 416. Там было 50. Не такая разница огромная. Так, 2 прицел. Опа! Ох ты, ёшки! Откуда? Он меня видел, я его нет. Плохо. Я был без брони вообще. Мне бы была хана. Вовремя я отбежал. А он во второй был. МГ. Нет, под 7,62 все-таки надо пулемет брать, да. Здесь я возьму М416. Вот. И будет у меня в полуавтомате нормально. Так, теперь надо... Что-то мне так кажется, что здесь уже мало ботов, нет? У вас нет такого ощущения после вот этих двух типов? У меня вот есть. Эпичные типы бегают по краям или бегают по внутри здания, лутаются? СКС-очка. Как я хочу СКС-ку. СКС-ку беру в топку пулемета. Так, подствольный. Вы говорили, что где-то здесь есть какая-то кнопка переключения. Это все-таки бот. Это спасибо.
Вот не боты могут прибежать на звуки. Новая бронь. Еще бы третью каску бы найти, как в прошлый раз. Опа. Есть контакт. Не понял. Я видел типа и не вижу типа. Неужели это был не бот? И тогда вообще молодец. Сейчас проверим, кстати, по луту. О! Вот это не бот. Но действует, как и я, как бот. Скорее всего, он шел лутаться к этому типу, и сейчас еще идет кто-то. Нет, бот. И вот там еще один бот, по сути. Да, это тоже был ботом. Ну ладно. И это тип бот. Зато с ДПшкой. А где там стреляют? Не понял. Вот они. Ух ты, ё! Так, идешь, а там столько ботов. Там бежал не бот. Хотя, с другой стороны, а почему он не вернулся, если он не бот? Говорится, вопрос дня. Почему они без оружия бегают, интересно, боты? Так, где здесь? Так, кто-то стреляет прямо издалека. О! Не, бот. Недалеко. Что если далеко, надо корректировать. Если недалеко, зачем? О, 20, все. Теперь надо прыгать в машинку и искать третью броню. О! Это сейчас расслабит меня. Так, ну погнали. Интересно, кто-нибудь багажниками пользуется реально в машинах или нет? О, есть. Где можно увидеть живых, да? Аук. Все, хватит. Сейчас прилетит. Ничего не прилетит. Ничего не прилетит. Кому я нужен? Тебя умоляю. Успел. О! Сейчас посмотрим разброс. Если я успею хотя бы на гашетку нажать. О! Можно без брони еще сходить. Уникальные боты. С двумя миниками. Вообще смешные. Так, а что у меня еще бесполезного? Иксы. Все. Так, в принципе, я в зоне. Нужно чуть-чуть подвинуться здесь. Что мне еще найти? Ничего.
По идее, если ты на опыте, то ты уже играешь, закидываясь постоянно энергетиками, да, в конце или нет? Поделитесь со мной своим отношением к данным вопросам. Третья броня. Наверное, мне энергетик... О! Интересно, что они там делают? На компе никогда не играл. КД юзал. Так, а где они? Привет. Привет, Хенриксон. Опа. Очень похож был не на бота. Еще учитывая, что третья каска. Я, может, это только каска. Да не, нормальный такой упакованный. Пулемет. Жизни. Болик. А почему болик не взять? Болик. Патроны не нужны. Болик и аптечка. Все. Все, что мне надо пока. О! Клиент. Это стопудово не живой. А нет, может быть и живой. С третьей-то каской. Не живой. О, СЛР-очка. Но я не буду ее брать. Или брать. СЛР-ку хочется взять. Все. Все. Не хочу обсуждать, почему я взял СЛР-ку. Сейчас можно идти за лутом. Что мне еще надо? Мне ничего не надо. Мне надо фрагов набить. 6 человек живо. Аук у меня уже есть. О, ничего ж себе, еще и здесь. О, хорошо. Откуда? Откуда ты прилетела, шальная? Какая мне разница, да? Можно же пробежать. Ты здесь еще какой-то тип. Может, он оббегать начал. По зоне надо бежать. Так, он меня видел. Я его нет. Здравствуй, здравствуй, Universal архитектор, привет. Куда он мог спрятаться? В зданиях? По логике в здании был бы. Мне кажется, он решил меня помочь, короче. Ну все. Бежим к зоне. Три живы. 3 живо. О, уже 2 сейчас будет. Если у них там конфликт, они друг друга видят. Угу. И друг друга занялись друг другом.
О, вижу на крыше типа. ЗВ-2. Либо этот был снят с крыши. Нет. Все. Вот он аук, да? Главное не бежать было. И это я еще прибавил. Мне кажется, здесь уже было чуть-чуть больше ботов. Да. Спасибо, Баркман. Так, что у нас? У нас 43 минуты, 77%. Такой себе результатик пока. Пока все плохо. Победа, да. Ей. Так, пока подготовка идет, сейчас начнется, и я буду смотреть яркость. 334. Яркость в настройках. И... Нет, 360 так он и не вернул. Не хочет он возвращать. Яркость для слабаков. Да, Universal, победа. Win. Win-win. Вообще как-то очень неярко. А как вы понимаете, в этот момент я пока еще не в топе. Так, сейчас я проверю, кстати, где у меня там Нео. Потому что у меня смутное ощущение, что он уже прям... Если Поко у меня на руках, то этот тоже уже должен был пройти таможню. И Neo 8, и Neo 8 Pro. Нет, не прошел. Ни один, ни второй. Да. Нет, нету. Ну ладно, будет. Мне, кстати, с Алиэкспресса пришла опять утка. Мне кажется, это, не знаю, какой-то подстёб. Мне вместо наушников пришли 3 батарейки. Точнее, вместо очков. Сейчас спор открыл. Но последний раз, когда по поводу Xiaomi 12 Pro, по-моему, 12 Pro мне прислали, не его, да? Вот, мне деньги вернули. Сейчас посмотрим, что с очками будет. Потому что там даже размер упаковки был маленький. 50% от изначальных было 680, стало... А нет, 780, стало 750. Больше. Мобильный Apex вернулся, я не знаю, я не буду в него играть, потому что они обещали закрыть. Закрыли, нет, не знаю. Также прыгаю в Централ, да? Вы ощущаете, да, что здесь он показывает FPS просадочку в правом нижнем углу, видите? Родненький. Пинг, все дела. Все для людей. А почему они выпрыгивают, кстати? Надо выпрыгивать уже. Помните времена, когда ты там раскачивался в PUBG специально, чтобы куда-нибудь улететь максимально далеко? Что только не было. О, уже клиент там садится. Вот. Крутыш на опыте, еще и на крышу. Ну хорошо, я здесь сяду. Забегай на огонек, как говорится. Кто первый залутается, тот и молодец. У кого-то уже 416, да? Главное, броню любую собрать. Только чего-то ее как-то и нету. Что-то какая-то подстава. Я морально не готов к конфликту. Ни морально, никак по-другому не готов. Любую броню. Вообще подстава. Я пойду на другую сторону улицы, короче. То я с этим типом схлестнусь, а у него уже с броней будет. А у него был крутой парашют. А если у типа крутой парашют, я уверен, что у него там все нормально со всем остальным.
Кстати, почему многие с Томпсоном играют? У него очень высокая скорость стрельбы, да? ШВ. Ти. О! Все. Минимальная броня есть. О! Ух ты, ёшки! Угу. Как говорится, подходи по одному. Очуметь они меня решили нашпиговать просто. А я подло сбегу, если успею. Нет, не успею. Успею. Все, приходят пусть по одному. Вот сюда вот. Пока не восстановлюсь, я никуда не пойду. Имею право, правда? Тем более нам надо всего выжить 10 минут. Так, стоп, а у меня болик перестал действовать? Нет, не перестал. А почему я, кстати, не лечусь? 34 как было, так и осталось. 37. В пекле каждый действует как может, да? Пусть закидает гранатами. Или как-нибудь там запрыгнет по-грамотному. Вон оттуда стреляют. Хорошо? Пусть стреляет. Только их там двое уже. И тип, который меня спалил, по него тоже лупят. О! Быстро. Все-таки нашел он меня. Ну и ладно. В маст прыгнул. Не очень-то и хотелось, как говорится. Раз, два, 3, 4, 5. А когда я одного убить успел? В самом начале, наверное. Ух ты, ёшки, уже стреляют по мне, прикиньте. Очень подло с их стороны. Человек только спрыгнул. Еще не лутался. Ему уже стрелять. Да? Каска. Есть. Все. Что там, зарубы какие-то лютые? Ку. Спасибо за подписку. Такое ощущение, что это боты. Но, возможно, я не прав. Это PUBG. Я в курсе, что это PUBG, друзья. А что? Там что-то другое в названии? Метро. А почему метро? Почему должно быть метро? Я выбирал PUBG.
Не должно быть метро. О, пулемет. Пулемет. Пожалуй. Миника и пулемет. Такая стандартная тусовка. Так. Блин, ну не. Залутать все и вся, да? Здесь залутано. Наверное, надо идти в зону. Внутрь. Очень неразумно. Угу. Можно с тобой? Да, но он, наверное, сейчас уже не актуально, потому что у нас уже все. Ага, там лут. Будет свежий топ по топам. А в смысле, есть какие-то новые? Я что-то пропустил? Мне кажется, я уже все сделал по камерам. Что я пропустил? Какие из смартфонов? Друзья, расскажите мне, пожалуйста. Здесь был, кстати, дроп, и я не вижу, где он светится. Опа. Ничего себе, там прямо уже очередь была. Хотя это бот по-любому. МГшка 5 лучше, чем этот пулемет, интересно. И болик. А болик не взять. А болик мы истратим, а потом возьмем. О, там он тип бежит. Окей, чувак. Если ты бот, то я тебя боюсь. Если ты не бот, то я тебя не боюсь 2 раза. Что очень слабенько. Так. Колор больше китайщины, чем где? Так, иксы. Вот x6. Где иксы? Вот x6. x3, x и болик. x6 сюда, x3 сюда и все. И играем. Я так и не нашел, да, где у меня этот сбрасывали. 13 живых. Но здесь, кстати, заряженный такой народ какой-то. Во, дроп. Народ прям конкретно заряженный. Не по-детски. Что у меня такое ощущение, что здесь ботов меньше, чем было. Намного. О, здесь дроп и там дроп, то есть их 2. Прям рядом получается. Еще и масхалат. Еще лук. Ну хорошо. Нет, надо патроны еще. Все. Так, и... Ага. У меня нету... Не понял. Тогда вот так. Свежий дроп всегда лучше, чем старый дроп, да? Так, здесь гроза. Минус то же самое. Ладно. Смысла не вижу. Ни в одном, ни в втором. О! Там вот кто-то был.
Вот он. Ну, меня видно, но не очень. Во, вижу типа. Чувак, в наше время даже боты могут быть опасными, прости меня. Интересно, боты по крышам бегают? По крышам бегают, почему нет? Да? О, еще один бот. Прям я вообще супер косой с ним. С ним я был супер косым. Более косым быть просто невозможно. О, вот там вот кто-то по мне лупит не косой. Все. В зону, в зону, в зону, в зону, в зону. Пожалуйста, 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 5 живо, 5 живо, 5 живо. Дайте мне шанс подлечиться. Есть. Так, что у нас? 50 секунд еще. Минусы высоты виднее. Так-то может через зону пробежать. Но это максимально неразумно. Три. Это глюк был, или я его видел? Или я себя видел? Почему не вижу никого? Вот он. Все, снял меня. В зеленке, наверное, из куста. Нет? Третий? А нет, смотрите-ка, вообще как шикарно. Вот он где был. Все. Час 01, идеально. 69% это значит... Кстати, нормально. 27% в час. 27% в час, я бы не сказал, что это критично. Я думаю, больше будет. Но это нехорошо. Давайте откровенно. То есть Смарт справился со своей задачей. Стрим. Это чел был на тачке, не бот. Хорошо, я не увидел. Старость не в радость, не все замечаешь. Архитектор, Bad News, Чесночок, Пам-пам. Огромное спасибо, что зашли. Насчет того, что, где, как обозревать все это мелочи жизни. Напоминаю, что на Huawei Watch Ultimate у меня уже обзор на канале. Здесь Smart я еще, может быть, погоняю, но уже, может быть, нет. Omnivision, конечно, еще тот мракобесный модуль. Вот, в целом Smart справился, 27% в час он поедает, не перегревается, сбросил яркость 2 раза. Справился, сбросил яркость 2 раза. Ну, вы поняли. И все зависит от ценника. За 25 штук топ, 30 есть альтернатива.
Вопрос, будете ли вы на них смотреть. Всем добра, подписываемся на канал, на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, ну и, разумеется, на лайв. Еще раз огромное спасибо за стрим.